Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Когда я выставила видео, где показываю два своих процесса, которые я начала, это был джемпер регланом, крючком и пальто. Именно вот на это изделие было очень много комментариев с просьбой о том, чтобы я сняла мастер-класс. Но в любом случае я бы его сняла. Я благодарю вас за то, что вы с таким интересом смотрите и вдохновляетесь моими изделиями. Я очень рада, что я вас вдохновляю. Это моя цель, собственно говоря, вас вдохновлять и побуждать к тому, чтобы вы создавали и творили какие-то такие интересные вещи. И все свое свободное время и большую часть своего свободного времени я посвящала именно этому джемперу. И он готов. Сегодня я вам представляю свое новое изделие крючком. Вязалась на одном дыхании. Мне хотелось побыстрее закончить его связать. Давайте я сейчас немножечко покручусь, покажу, как смотрится на мне это изделие. Рукав 3/4, как я и хотела. Поближе подойду, покажу узор. Узор действительно интересный. Реглан выполняется тоже за счет этого узора, но это все подробно будет дальше. Все, кого заинтересовало данное изделие, все, кто ждал мастер-класс, я приглашаю вас сегодня вдохновиться и начать обязательно вязать такое же изделие вместе со мной. Пойдемте к столу, я вам поближе покажу данный джемпер, о его параметрах, ну а дальше начнем вязать. Итак, сам джемпер связан на 44 российский размер. Высота, длина изделия от спинки до низа 48 сантиметров. Вы видели уже на фотографии, и в начале я вам показывала. То есть мне именно такая длина и нужна была. Ну а потом я и ограничена была в пряже. Поэтому я думаю, для этой кофточки и не нужно было длиннее. Так, рукав 3/4, 54 сантиметра получается. В полуобхвате скажу. Вот после подрезов, если в полуобхвате, это 37 без растяжения. И рукав в полуобхвате получается где-то 12,5 сантиметров. Вдохновилась я на данное изделие. Вот у меня такая пряжа. Я покупала пряжу эту двух цветов. Я хотела вязать чайку крючком. Я уже даже как бы представляла себе. Но что-то вот никак не шло. Вот что-то внутри тормозило этот процесс. И я решила посмотреть, что я могу связать, какой узор. Мне нужен был узор. Я хотела крючком вязать однозначно, потому что нитка тонкая. Здесь 800 метров в 100 граммах. Я работала уже с этой пряжей в спицах. У меня был белый джемпер связан. В 2 нити я вязала. Давненько уже вязала. Но белый цвет у меня после нескольких стирок посерел. Поэтому чисто из белого я вязать уже, наверное, не буду, только если белый добавлять. И у меня было 2 моточка. Вот столько у меня осталось от моего джемпера. И я приготовила крючок номер 2 кловер. Я попробовала. Мне подошел именно этот номер крючка. Я очень долго никак не могла определиться, что бы я хотела связать. Потому что мне нужен был не сильный ажур. И вдруг мне попадается картинка
с иностранного сайта. Это было видео в Ютубе. Я перешла, посмотрела, там цвет бежевый, какой-то бежевый такой джемперочек. Я посмотрела, по разговору я поняла, что это испаноговорящая женщина. Видео такое темноватое, но я смотрела, как она вязала, вот именно поначалу. Несколько раз перематывала, смотрела, как, и немножко, чтобы мне вникнуть, смотрела именно за руками. Поэтому начинала я вязать, не снимая. Я просто начинала вязать, да, смотреть. Ну и буквально на следующий день, когда мы смотрим что-то в Пинтересте определенно, нам потом предлагает на эту тематику какие-то разные модели. Мне вышла, значит, картинка с детским изделием, связанной вот таким вот узором. Я перешла, и там женщина организовывала онлайн, как это сказать, онлайн-опрос в стране мам, и у нее были схемы. Но я вам дам ссылочку именно в инфобоксе к этому видео, ссылку именно на ее вот именно схема. Она там все очень подробно расписывает. Я начинала вязать не по ее схемам. Я уже тут сама доходила, как говорится, когда смотрела то видео. Вот. Но чтобы не рисовать от руки и вам было более понятно, поэтому я дам вам ссылочку именно на эти схемы. Они в открытом доступе, там ничего такого нет. Вот. Но так как я хотела снять мастер-класс для вас, показать вам, как вяжется, как я вязала на свой размер, я еще начала вязать для дочки. То есть у меня будет начало показанное, как вяжется узор именно на детской модели. Заодно вы и посмотрите, как данный узор может смотреться на тонкой пряже и как данный узор смотрится на более чуть потолще пряжи. И разное по текстуре. Это полушерсть, я вяжу из хлопка. Как приходит весна, так понимаю, что дети почему-то так раз и незаметненько выросли. Нам нужно будет такое изделие, нежное, красивое, ходить в школу, да и летом потом тоже бегать. А далее, как я низ обвязывала, как я на рукава, вот здесь как я убавляла, вот здесь у меня, как я решила, выполнила решение и убавила. Столько, сколько мне нужно, это уже вы увидите на моем изделии. Все понятно. Еще что хочу сказать. Когда я начинала вязать, да, вот реглан, как я разделяла, я вам буду говорить и по своим, то есть как я тут разделяла. Я вязала с подъемом и без подъема этот узор. Вот смотрите. То есть здесь использовано две техники, потому что, возможно, будут вопросы, зачем я там делала подъем или петлю подъема или не делала. То есть вначале, когда я начинала вязать, мне было как бы неудобно. И я делала петлю подъема. Вы где-то увидите у меня переходы? Никаких переходов на изделие вы не увидите. Нигде. Боковые части вам специально покажу. Вязала и с подъемом, и без подъема. Так получилось, что до отделения, вот до подрезов, пока я не отделила до подрезов, я вязала с петлей подъема кокетку. Дальше я вязала без подъема, у меня как бы все получилось. И рукав тоже начинала где-то вязать с подъемом, потом продолжала без подъема. Тоже на рукаве вы ничего этого не заметите и не увидите. Поэтому здесь уже вы сами смотрите и думаете, как вам будет удобно. Я показываю, как делала я. Значит, в самом конце, чтобы у меня все-таки изделие имело какое-то логическое завершение, внизу я обвязала сначала полустолбиками, а потом столбиками без накида. А вот на рукавах, так как я уже понимала, что пряжа-то у меня совсем чуть-чуть, а мне еще хотелось горловинку обвязать. Здесь я обвязала только у меня ряд столбиков без накида
И еще горловинку обвязала 2 ряда столбиками без накида. Ну, чтобы она имела какое-то вот логическое завершение. И осталось у меня вот, я просто видела, что у меня остается совсем чуть-чуть. Только бы мне хватило. Я уже когда 1 ряд обвязала, думаю, ну хоть бы еще на 1 рядок. Мне хватило. Значит, 2 мотка у меня было пряжи. Я сейчас скажу, какой это цвет. Это цвет 98. Так, фокусирует. Вот 98. Красивый розовый цвет. Он не бледный, не яркий. Ну, красивый цвет. Очень красивый цвет. И изделие, вот, оно воздушное. Оно воздушное, оно легкое, невесомое. Поэтому как бы я эту пряжу буду рассматривать для работы именно в крючке. Мне понравилось. Мое мнение, мне понравилось. Изделие уже постирано. Я все доделала, постирала. Все изделие высохло. Поэтому все встало на место. Так, ну а теперь давайте начинаем вязание непосредственно этого изделия. Как я вязала кофточку на себя, я буду рассказывать, а показывать, как вяжется данный узор, как вяжется кокетка, как распределить реглан. И далее разделить на подрезы, связать азиатский росток. Это я буду показывать на другой уже кофточке, которую я буду вязать для своей дочки. Для своей кофточки я взяла полушерстяную пряжу. Это Alize Lana Gold 800. Вот такая пряжа. Цвет здесь 98. В 100 граммах 800 метров. 49% шерсть, 51% акрил. И вяжу я изделие крючком кловер номер 2. Вязать данную кофточку можно абсолютно из любой пряжи, из хлопковой, полухлопковой. То есть здесь в зависимости от того, на какой сезон. И с коротким рукавом можно связать с рукавом 3/4. Кому нравится, можно связать с рукавом длинным. Значит, я буду вязать, показывать на кофточке от Yarnart Rose Garden. Это вот такой красивый у меня моточек. Заказывала я прошлым летом. Из одного моточка у меня связан жакетик стрекозы. И вот у меня такой цвет. Я хочу связать дочке. Будет у меня изделие вот второе с коротким рукавом. Ей в школу ходить. А у себя с рукавом 3/4 это я уже буду показывать на своем изделии. Итак, первое, да, с чего мы начинаем? Мы набираем цепочку из воздушных петель. Раппорт узора кратен 7. Здесь, значит, сколько петель нужно. Я набираю, думаю, это ни для кого не секрет. То есть я набрала цепочку и по обхвату головы, то есть вот так вот по обхвату головы я примерила. То есть какая цепочка, чтобы голова свободно проходила. Значит, у себя на своей кофте я набрала 133 воздушные петли. У меня 44 размер. Здесь у меня получилось, я набрала 128 петель. Так, и по пряже, которая у меня вторая, сейчас скажу ее параметры. Вот эта этикеточка. Здесь в 250 граммах 1000 метров. Вот. И цвет, который у меня, вот этот, если интересно, 316. Значит, здесь вот стартовая нить от глубокого темного до светлого. Я не люблю такой переход, я люблю от светлого к темному, поэтому я вяжу от внешнего кончика, а не от внутреннего. Итак, значит, крючок я взяла для этой пряжи 2,25. Значит, набрала цепочку.
теперь мы с вами расправляем цепочку и замыкаем в круг наше вязание. Самое главное, чтобы проверить, чтобы у нас косичка не переворачивалась. Замыкаю в круг. Все, цепочку замкнули. Первый ряд — это стол. В каждую петельку нужно провязать столбик с одним накидом. 3 петли подъема и далее в каждую петельку провязываем столбик с одним накидом. Связали первый ряд. Вот я довязала последний столбик, и теперь в третью петлю подъема соединительная петелька. Далее у нас начинается ряд с рельефного столбика. Я делаю одну петлю подъема, мне так удобнее. Рельефный столбик лицевой. И вот под этот столбик вот так завожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. Далее мне нужно провязать 4 полустолбика. Накид на крючок, 1, 2, 3, 4 и опять рельефный столбик. Две воздушные петли, и мы повторяем. Рельефный столбик, 4 полустолбика, 1, 2, 3, 4, рельефный столбик, 2 воздушные петли. И так мы вяжем по кругу. Довязала до конца. Вот у меня последний рельефный столбик, 2 воздушные петли, и в вершину нашего рельефного столбика делаю соединительный столбик. Далее я делаю воздушную петлю, вы можете не делать. Значит, начинается у нас с рельефного столбика, и далее 3 полустолбика, далее идет опять рельефный столбик. Вяжем 4-й ряд кокетки, начиная с рельефного столбика. Далее мы вяжем 3 полустолбика, рельефный столбик. Теперь вот в эту арочку воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, и продолжаем. Рельефный столбик, 3 полустолбика, рельефный столбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля. И так продолжаем по кругу. Итак, мы связали с вами, получается, 3 ряда, если не считать наборной, да, цепочки из воздушных петель. И начиная вот в следующем ряду у нас будет формироваться реглан. У меня на детском изделии 126 петель. Вот из каждой этой арочки вот это будет формироваться листик. То есть я посчитала количество этих листиков и распределила таким образом, что у меня по 2 листика пойдет на рукава и по 5 листиков на вперед и спинку. Так как это детское изделие, я не стала здесь делать разное количество. У себя
на своем изделии, вот на этом, я распределяла немножко иначе. Значит, у меня на взрослом изделии 133 петли. Это реглан, это реглан, это реглан. По 3 листика у меня пойдет на рукава. На спинку я оставила 6 листиков и 7 листиков наперед. У меня здесь нечетное количество или четное. Так, 13, 13 плюс 6, 19. Нечетное. И очень хорошо. Наперед я сделала побольше. И как бы вот ваше количество петель, то есть вот из этих вот арочек вот у нас начинается листик. Нужно посчитать количество листиков. Я вот так вот брала. Вот у меня начало изделия, вот эта ниточка, и считала. Так, здесь у меня будет реглан. Уже спустила петли. Вот здесь у меня будет реглан. Вот у меня пошла спинка или вперед, например, да? Вот по спинке. Сколько у меня здесь будет листиков? Вот так я посчитала. И вы также по своему количеству посчитайте и распределите, сколько вам нужно. У меня и на взрослом изделии как нельзя лучше легло это все. Посмотрим на детском. Я думаю, что тоже все должно быть хорошо. Так. И каким образом мы распределяем реглан? Значит, у нас идет 4-й ряд. И здесь мы начинаем с рельефного столбика. Рельефный столбик. Далее у меня пойдет 2 полустолбика. Рельефный столбик. Воздушная петля. В столбик с одним накидом вот сюда провязываем пышный столбик. Первый раз незаконченный столбик, второй раз незаконченный столбик и третий раз незаконченный столбик. Все 4 петли провязываем вместе. Далее мы провязываем 3 воздушные петли и в этот же столбик. Первый недовязанный столбик, второй недовязанный столбик, третий недовязанный столбик, все петельки вместе. Вот мы с вами связали пышный столбик. Воздушная петля и опять сначала рельефный столбик, выпуклый столбик, то есть выпуклый лицевой. Далее у нас идет 2 полустолбика и рельефный столбик. Воздушная петля, столбик с одним накидом провязываем. 1, 2, 3 незаконченных столбика, все петельки вместе, 3 воздушные петли и сюда же то же самое повторяем. 1, 2, 3, все петельки вместе, воздушная петля. Итак, у меня таких листиков я должна сформировать 5. Вот 1, 2, 3, 4, 5. А дальше у меня пойдет регланная линия. Я покажу, как нужно вязать регланную линию. Теперь формируем регланную линию. В столбик также провязываем первый пышный столбик. 3 воздушные петли. Эта ниточка расслаивается. Второй пышный столбик. 1, 2, 3. Все петли вместе. 3 воздушные петли и третий. 1, 2, 3. Все петельки вместе, воздушная петля. То есть там, где у нас регланные линии, у нас будет 3 вот таких лепесточка или 3 пышных столбика. После первого 3 воздушные петли и после второго 3 воздушные петли. Ну а дальше повторяем. У нас петли идут здесь рукав. Значит, спинку или вперед мы связали. У нас на рукав будет 2 листика.
Вот 1, 2. И опять формирую здесь регланную линию. То есть регланных линий у нас должно быть 4. Вот таких элементов по всему кругу будет 4. Довязала до конца. Последняя у меня регланная линия. Вот у меня начало. И соединили с верхушку нашего рельефного столбика. Следующий столбик. Ой, следующий ряд, извините. Рельефный столбик. 1 полустолбик. Рельефный столбик. И далее воздушная петля. И вот сюда в арочку мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля. И опять начинаем сначала повторять. Рельефный столбик, полустолбик, рельефный столбик, воздушная петля и сюда в арочку 7 столбиков с одним накидом. И так вяжем, доходим до регланной линии. Дошла до регланной линии. У меня здесь 2 арочки. В первую арочку сначала вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь во вторую арочку также провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля. И далее мы продолжаем вязать, как начинали. У нас рельефный столбик. Так, сейчас, ну ладно, я распущу. Так, рельефный столбик, полустолбик, рельефный столбик. И далее мы так вяжем по кругу. Каждый раз, когда мы будем подходить к регланным линиям, у нас здесь 7 столбиков и 7 столбиков. Следующий ряд. Начинаем с рельефного столбика. И еще один рельефный столбик. Мы с вами как бы завершаем наш листик. Воздушная петля. Теперь вот тут, где у нас 7 столбиков, рельефный столбик, 4 полустолбика, рельефный столбик, воздушная петля и сначала первый рельефный столбик, второй рельефный столбик, воздушная петля, рельефный столбик, 4 полустолбика, рельефный столбик, воздушная петля. И так мы повторяем с вами. Когда дойдем до реглана, я покажу. Регланные линии вяжем также. Рельефный столбик, 4 полустолбика, рельефный столбик, 2 воздушные петли и переходим ко второму листику. И здесь все то же самое. Рельефный столбик, 4 полустолбика,
рельефный столбик, воздушная петля. И все так мы вяжем по кругу. Далее у нас вот из этой вершинки должен быть столбик с одним накидом, воздушная петля, и дальше мы переходим сюда. Я перемещусь сразу же вот сюда и буду начинать вязать вот с этого листика. Рельефный столбик, 3 полустолбика, рельефный столбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, и далее мы продолжаем. Вот в эту вершинку у нас будет столбик идти с одним накидом. В регланных линиях, когда мы свяжем первый листочек, воздушная петля, и вот между листиками столбик с одним накидом, воздушная петля, и далее мы продолжаем. Доходим до конца, тут где мы с вами перемещались, воздушная петля, в макушку столбик с одним накидом, воздушная петля и в верхушку выпуклого столбика соединяемся. Следующий ряд мы вяжем как четвертый. У нас здесь с вами будет выпуклый столбик, 2 полустолбика, выпуклый столбик, воздушная петля, и формируем новый здесь листик. Здесь у нас будет пышные столбики. Первый, 3 воздушные петли, и второй. Когда мы с вами дойдем до регланных линий, то в регланных линиях сделаем то же самое. У нас вот здесь будет так же, как мы делали, значит, 3 пышных столбика. После первого и второго по 3 воздушные петли. То есть вот здесь будет у нас формироваться каждый раз в регланных линиях. И таким образом у нас будет один листочек уходить, по 2 листочка добавляться по переду и спинке, и по одному листочку будет добавляться рукава, да, с регланных линий. Эта пряжа у меня потолще, здесь побыстрее, может быть, будет вязаться. Эта пряжа тоньше, здесь листики они поменьше. Значит, так нужно будет вязать. Вот они, регланные линии, их и не видно. Вот они. Так нужно вязать на ту высоту, которую необходимо вам. Ну вот у меня почему-то и в спицах, и в крючке разная высота регланной линии. В крючке она у меня поменьше, но каждый раз на себя нужно примерять. У нас еще будет азиатский росток. То есть я уже приблизительно знала, какая у меня будет высота. То есть когда я примеряла на себя каждый раз, я немножечко, то есть когда вы будете надевать, оно у вас уже и так будет по спинке короче. То есть и прикладывать, главное, чтобы вот эта вот ширина не была слишком широкой. Я прикладывала еще, смотрела по передней части от начала до конца регланных линий, как у меня вот здесь. То есть у меня пряжа, вот эта пряжа очень эластичная, она хорошо тянется во все стороны. И поэтому все еще будет зависеть от этого. Значит, сейчас мы с вами вяжем на необходимую высоту регланных линий. Далее будем вязать вместе азиатский росток, потому что здесь будут поворотные ряды. И я покажу, как вязать с изнаночной стороны выпуклый столбик. Я просто вам сейчас показываю незаметно, да?
покажу, как вяжется изнаночный выпуклый столбик также и сколько петель набирать на подрезы, как вязать. Дальше уже будет вязаться по кругу, все без изменений. Когда необходимая высота регланных линий отвязана, это все нужно примерять и смотреть индивидуально, у каждого она будет своя. Вот здесь у меня закончилась нитка, я ее оторвала. Я сейчас буду вязать азиатский росток. Эти регланные линии здесь так же, как и в спицах, то есть можно разделить одну регланную линию в рукав, одну регланную линию в спинку или вперед, либо регланные линии отдать полностью рукавам. То есть опять же здесь у каждого нужно смотреть по своим индивидуальным параметрам. Значит, у меня регланные линии будут в рукавах, и я прикрепляюсь вот отсюда, и буду вязать обратно поворотными рядами росток. 3 петли подъема, 3 петли подъема, воздушная петля, то есть всего 4, и продолжаем вязать так, как у нас идет узор. По лицевой стороне у нас мы вяжем так, как вязали и в круговом вязании. Довязал до конца. 3 петли подъема, поворачиваю вязание, и чтобы у нас узор не сбивался, у нас теперь будут выпуклые столбики изнаночные. Для этого заводим крючок, то есть с лицевой стороны. Тут у нас получается как с изнаночной, да, потому что та сторона для нас изнаночная. И вот так провязываем выпуклый столбик. Далее у нас 2 2 полустолбика, и опять изнаночный выпуклый столбик. Далее у нас пухлый столбик, пышный. Здесь все без изменений. Вот будет выглядеть все абсолютно так же. Вяжем так до конца, и таким образом мы вяжем азиатский росток на необходимую вам высоту. Росток я вывязала, обратно поворотные ряды, и здесь, да, то есть у нас отличий нет. Значит, что самое главное? Мы должны по ростку остановиться на том же моменте, на котором остановились на передней части. Вот я сейчас покажу. То есть я связала также полраппорта. У меня глубина ростка, сколько здесь, сантиметра 2-3, мне достаточно. Если вам недостаточно, вяжите еще. И самое главное, чтобы у вас сходилось с передней частью. Далее мы с вами будем соединять изделие, все смыкать в круг. Здесь я ниточку не отрезаю, от спинки вяжу до подрезов.
Я провязала до конца спинки. Теперь у меня будут здесь петли подреза, и я буду соединять с передней частью. На подрезы и на своем взрослом изделии, вот у меня подрезы здесь небольшие, это 7 петель. Но здесь все зависит, да, от наших с вами особенностей. Росток буду делать, подрез тоже будет здесь у меня небольшой, 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ровно на 1 раппорт. Далее. Продолжаю вязать. Здесь у меня. Так. И далее, как у нас идет узор, так мы его и вяжем до конца передней части. Там тоже добавляем 7 петель и вяжем. Уже будем вязать по кругу без изменений. Еще покажу в следующем ряду по подрезам, как вязать узор, чтобы у нас здесь был. И все, уже дальше будем вязать ровным полотном. Набрала я по второму подрезу 7 петель, и здесь в третью петлю подъема соединительный столбик, и далее мы с вами вяжем по узору. Так, здесь у нас получаются пышные столбики, начинаются. Все, далее мы вяжем по узору, доходя до подрезов. Так, по подрезам, значит, мы закончили. Здесь у нас пышные столбики. Далее у нас идет по узору выпуклый столбик, 2 полустолбика, выпуклый столбик, 2 полустолбика, далее у нас не получится выпуклый столбик, мы вяжем просто столбик с одним накидом. В следующем ряду мы его провяжем как выпуклый. Воздушная петля, и далее, ну, смотрите, то есть как бы тут мало пространства. Далее у нас должна быть группа из пышных столбиков, и узор продолжается. И я вот сюда смещаюсь. Далее мы продолжаем. То есть, чтобы здесь не набивать много, я думаю, что вот вполне. Далее он уже, тут уже все вывяжется. Так, далее мы идем до второго подреза, вяжем. И на втором подрезе у нас должно быть идентично. Сейчас я вам буду показывать, как вязать рукав и как по ростку и по подрезам выложить раппорт узора. Я уже связала один рукав. У меня рукав будет 3/4, он прямой. Заужала я только подмышкой. Покажу, как я это делала.
И так как я в пряже ограничена, у меня вот всего лишь 2 мотка, и это второго мотка, вот что у меня есть. Поэтому я связала пока той длины, на которую возможно, да, 3/4. Но мне хотелось чуть подлиннее. Но дело в том, что, да, можно и не найти пряжу. Ну ладно, не столь важно. Давайте начнем с вами вязать рукав. Итак, вот у нас с вами подрез, вот азиатский росток. Я буду присоединяться вот сюда сразу же в выпуклый столбик. Значит, ниточку я оставляю подлиннее. Я люблю это все потом убирать. И в выпуклый столбик я прикрепляюсь. Делаю одну воздушную петлю, чтобы закрепиться. И вяжу по узору, как у нас сейчас есть. Выпуклый столбик, полустолбик, выпуклый столбик, а далее воздушная петля и в арочку 7 столбиков с одним накидом. Значит, так мы с вами вяжем до азиатского ростка. А здесь вместе будем с вами выкладывать наш раппорт. Дошла я до азиатского ростка. Здесь я закончила на закрытии листика, и у меня должно быть 7 столбиков с одним накидом. Вот сюда я вяжу 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 7 столбиков связала, воздушная петля. Далее мне нужно связать выпуклый столбик, один полустолбик и еще один выпуклый столбик. Воздушная петля. Далее опять мне нужно связать 7 столбиков с одним накидом. Воздушная петля. Далее опять вяжем рельефный столбик. Далее полустолбик и рельефный столбик. Воздушная петля. Так. Далее у нас 7 столбиков с одним накидом. Далее воздушная петля. Теперь рельефный столбик. Полустолбик. Рельефный столбик. Воздушная петля. И мне еще нужно связать 7 столбиков с одним накидом. Шесть, 7, воздушная петля, и вот сюда мы должны дальше. Вот, все, это начало ряда. Здесь у нас рельефный столбик и еще один рельефный столбик. Все, вот мы с вами прошлись по подрезу и по
азиатскому ростку и добрали, так скажем, да, уложили наш раппорт. Так, теперь давайте посмотрим здесь. То есть, как бы, когда один рукав связан, нужно смотреть. Итак, вот, что у меня под мышкой. То есть, сейчас мы с вами вяжем следующий ряд. Потом ряд, где у нас будет одна лицевая. И вот, когда мы будем вязать с пышными столбиками, ряд провяжем. И вот здесь вот уже в следующем ряду мы делаем убавки. То есть у нас, вот видите, так вот раз и один раппорт убираю. 2 раза я убрала это все. И заузила до той степени, как мне нужно. И не больно бросается в глаза, несмотря на то, что это подмышка, да. Как бы это так, да, все аккуратненько и убирается. Я думала, что мне придется еще убрать, но нет, больше мне убирать не нужно было. Значит, сейчас мы вяжем так, как у нас лежит узор. Свяжем, когда у нас вот здесь вот из одного столбика, пышные столбики, этот ряд провяжем. И в следующем ряду еще покажу. То есть вот здесь, как я 3 ряда убавляла. Значит, как мы поступаем дальше? Варочку между пышными столбиками мы должны были провязать 7 столбиков с одним накидом. Там, где мы хотим убавить, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. В следующем ряду мы вяжем. То есть у нас здесь получается закрытие листика. И мы вяжем с правой стороны, закрываем листик, воздушная петля. В центральный столбик 1 столбик с накидом, воздушная петля. И здесь мы закрываем листик. В следующем ряду у нас должен быть здесь столбик с одним накидом и здесь. Мы провязываем после вот этого листика воздушная петля, и в каждую, получается, вот здесь в верхушку, здесь в верхушку по одному столбику с накидом. Без между ними никаких воздушных петель не вяжем. Только после этих 3 столбиков воздушная петелька. А дальше в центральной у нас группа из пышных столбиков. То есть я так делаю убавки дважды. И вот у меня получается с правой стороны я закрываю листик, а здесь у меня уже начинается новый ряд. И у меня, наверное, не получится 2 раза по одному столбику связать. Я, видимо, на том рукаве присоединялась немножко в другом месте. Вот у меня 3 столбика. Здесь воздушную петельку я провязала. Закрываю листик с правой стороны. Воздушная петля в центральный столбик с одним накидом. Воздушная петля, и здесь у меня уже начинается новый ряд. Воздушная петля, и здесь столбик с одним накидом. Далее воздушная петля, и провязываю по кругу дальше, как у меня идет узор. Здесь у меня 3 полустолбика по краям, 2 выпуклых лицевых столбика, и так иду дальше. Итак, вот я дошла до своих 3 столбиков и провязываю в каждой верхушку столбика столбик с одним накидом. Между ними не делаю никаких воздушных петель. То есть у меня начало ряда вот сюда сместится, и в следующем ряду вот здесь в центральной я буду вязать группу из пышных столбиков. Все, дальше по кругу по узору вяжу, больше мне заужать не нужно. Если вам нужно еще заужать, делаем по такому же принципу. Ну или может быть вы какой-то свой принцип другой придумаете. Я показываю вам так, как это делала я. Ну и уже мы с вами увидим готовые изделия, что у нас получится. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Будьте неповторимы.
Я буду очень рада, если вы свяжете вместе со мной такое изделие, и у вас появится красивая вещь в вашем гардеробе. Благодарю всех за ваши комментарии. Всегда с большим удовольствием их читаю. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.